окружении Зеленского подтвердили, Украина готова на самый тяжелый шаг, от чего готовы отказаться в Киеве ради завершения войны. 3 дня под огнем, НПЗ, склад боеприпасов и кое-что еще. Реакция местных удивляет. Войска подняты по тревоге, главный силовик не выполнил приказ диктатора. Лидер оппозиции сделал подарок руководителю правительства накануне Дня Святого Валентина. Уберите детей от экрана. США берутся за очередных друзей Путина. Кого только вызвали на ковер в Белый дом, а кому дают последний срок, чтобы хорошенько подумать. Расскажем. Органы не слушают Кадырова. Журналисты узнали шокирующие подробности недавних событий. Об этих и других новостях к вечеру пятницы 13 февраля. Самые важные и срочные новости в эфире «Нехта». Украина, Россия, Беларусь и мир. Быстро, четко, по делу. Украина готова к самой тяжелой уступке за всю войну, как пишет The Atlantic, со ссылкой на 2 советников Владимира Зеленского. Киев может согласиться на отказ от части Донецкой области ради завершения войны. Чтобы придать этому решению легитимность, обсуждается референдум весной. Его могут провести одновременно с президентскими выборами. По данным The Atlantic, в офисе президента обсуждают юридические детали возможного вывода войск и способы не допустить захода российских сил на оставленные территории. Главный вопрос – гарантии безопасности от США и Европы. Последние переговоры в Абу-Даби прогресса не дали. А в США начинается предвыборный сезон, и Дональд Трамп, по данным издания, может просто выйти из процесса, если сочтет его политически невыгодным. Сам Зеленский в интервью тому же изданию заявил, Украина не согласится на унизительную сделку ради паузы. Даже если окно для договоренностей закрывается, Киев готов продолжать войну. Зеленский настаивает, Украина не проигрывает на фронте. Россия несет серьезные потери, хотя ее ресурсы больше. Стремление к миру не означает, что страна готова на капитуляцию. Президент подтвердил, что готов вынести возможное соглашение на референдум, в том числе вопрос территории. Но, по его словам, плохое соглашение на голосование выносить никто не будет. Стекла выбивали. Дальше взрывают. 3 сутки подряд Волгоград снова под огнем. В минувшую ночь дроны опять атаковали стратегические объекты в Волгоградской области. Жители услышали взрывы сразу после полуночи. Вспыхнули пожары. Аэропорт закрыли. Губернатор Андрей Бочаров признал удары по промышленной инфраструктуре и так называемое падение обломков на предприятия. Минобороны РФ отчиталась о 58 сбитых дронах, но про Волгоград ни слова. Там уже 3-й что-то тоже горит. Вон, смотри, вот левее, вот. Это уже 3-я атака за 3 дня. 11 февраля удар по НПЗ, 12 февраля ракетный удар по арсеналу под Котлубанью, из-за которого началась эвакуация жителей. Теперь новая волна беспилотников. Если удары продолжатся, регион с военными и топливными объектами рискует превратиться в постоянную цель. Владимира Путина давно призывают переименовать Волгоград в Сталинград, но пока это ограничивалось временной сменой табличек. Зато по факту в некотором смысле все-таки получилось. Спустя 80 лет город снова бомбят, хотя некоторых это даже радует. Что-то горит. Вот туда въебало. Охуеть. Охуеть. Но у Путина есть и другие достижения. Россия пошла на новый рекорд. Государственный внешний долг страны на 1 февраля вырос почти до 62 миллиардов долларов. Это максимум за почти 20 лет, следует из данных Минфина. Причина проста. Бюджетная дыра. В 2025 году дефицит разогнался до 5,7 триллиона рублей. Это в 5 раз больше плана. Чтобы затыкать пробоину, Минфин занимает на внешних рынках под 14-15% годовых. Проценты по долгу уже съедают около 1,5% ВВП. Государственный долг России, наверняка тоже говорили об этом, меньше 20% ВВП. Он по-прежнему один из самых низких в мире.
Москва продолжает убивать целыми семьями. В результате удара по жилому сектору Краматорска в одном из частных домов убиты сразу 3 брата. 2 19-летних ребят и их младший 8-летний брат, сообщила прокуратура Донецкой области. Их мать и бабушка ранены. Есть погибшие и 6 пострадавших в Одесской области. Там агрессоры ударили по порту. Россия убивает все больше мирных людей. По данным ООН, количество жертв среди гражданского населения на территории подконтрольной Украине выросло в прошлом году на 35%. В этом отношении прошлый год стал самым смертоносным за всю войну. Погибло почти 2500 человек, ранено более 16 тысяч. Месяц до развязки Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен срочно договориться с Вашингтоном. Мы должны заключить сделку. В противном случае это будет очень травматично, очень травматично. Я не хочу, чтобы это произошло, но мы должны заключить сделку. Им следовало заключить сделку с первого раза, но вместо этого их разгромили в полночь. И это будет очень травматично для Ирана, если они не заключат сделку. Послушайте, если они не заключат сделку, то это будет совсем другая история. Тем временем стало известно, что США направляют дополнительные силы на Ближний Восток. По данным New York Times, в регион отправят еще один авианосец Джеральд Форд, а это еще и целая эскадра сопровождения. Белый дом и Пентагон официально пока не комментируют. Как думаете, чем закончится сделка или удар? Канал Нехта имеет целительную силу. Не верите? Попробую доказать. Недавно мы активно освещали, а вы активно комментировали, внезапную проверку армии Беларуси, на которой впервые в истории отсутствовал Лукашенко. Все нормативы ты отработаешь. И генералы генштаба твоего тоже побегут. Вольфович впереди, а вы следом. В этот раз несменяемому правителю пришлось натянуть форму и прибыть на учение лично. На этот раз взяли и министра обороны. Отсутствие Виктора Хренина во время прошлой проверки и факт, что его даже не проинформировали, вызвал немало кривотолков. Генерала предупредили ни свет, ни заря. Хотя оказалось, что секретарь Совбеза Вольфович не выполнил приказа своего начальника. Оповещен в 7 утра. Командующий войсками Северо-Западного. Так точно. Я ему сказал в 6, это он специально тебе Дал поспать. Нет, наверное, специально, чтобы ты не успел. Нет, я всегда успею. Хотя, возможно, диктатора на полигон выгнали не столько наши репортажи, сколько недавние яркие полеты украинских фламинго. Мы не знаем, а если война, а мы ничего не умеем делать. А у вас какие версии? Делитесь. США берутся за друзей Путина. Марко Рубио заявил, что Вашингтон проведет переговоры с Будапештом и Братиславой о прекращении ими закупок российских энергоносителей. Деталей госсекретарь не раскрыл, но отметил, что обе страны партнеры США. Венгрия и Словакия остаются одними из последних в ЕС, кто продолжает активно покупать российский газ. А вот главный оппонент Виктора Орбана сделал тому подарок накануне Дня всех влюбленных. Подарок политический. Петр Мадьяр вляпался в секс-скандал. Лидер оппозиции заявил, что стал жертвой классического компромата российского типа. По его словам, неизвестные люди, связанные с правящей партией и спецслужбами, готовятся опубликовать якобы компрометирующее интимное видео с его участием. Поэтому решил рассказать обо всем сам. По словам Мадьяра, в августе 24 года по приглашению его бывшей девушки он оказался в квартире, где находились незнакомые люди, алкоголь и похожие на запрещенные вещества. Я не прикасался к предметам на столе. Наркотики я не употреблял. Через несколько минут мы с Эвелин прошли в комнату и вступили в добровольные сексуальные отношения. В сети уже появился сайт с кадрами той спальни и надписью «Скоро». Мадьяр прямо обвинил людей, связанных с партией Орбана и спецслужбами, в подготовке публикации интимных материалов. В правительстве заявляют, что ничего не знают. Выборы уже 12 апреля, и партия Мадьяра ТИСа уверенно опережает Фидес в большинстве опросов. Но после такого сюрприза расклад сил может измениться, а у Орбана появится шанс остаться у власти. Ну, не знаю, как по мне, любовь к Путину – это самое дикое извращение. Как считаете? Дорогие зрители, 14 февраля на кону. Вы помните эти 3 слова? Next Step VPN. Подарите близким.
Трамп теряет почву под ногами. Через год после инаугурации сразу 3 национальных опроса показали резкое падение его рейтинга. По данным Harvard Caps Harris, более половины зарегистрированных избирателей заявили нечто ужасное для ушей Трампа. Они считают, что так нелюбимый нынешним хозяином Белого дома Джо Байден справлялся лучше. Если тенденция сохранится, предупреждают аналитики, на выборах в Конгресс республиканцев может накрыть голубая волна, и демократы получат шанс на реванш. Новые шокирующие данные о здоровье Кадырова. На этот раз речь идет о 18-летнем сыне хозяина Чечни Адаме. По данным «Новой газеты Европа», из-за травм, полученных в январском ДТП, Кадырову-младшему удалили селезенку, а также диагностировали повреждение зрительного нерва. Есть риск, что он может ослепнуть на один глаз. Рамзан Кадыров опубликовал недавно видео с воскресшим сыном, но на кадрах Адам заметно похудел и выглядит ослабленным. При этом 3 охранников, находившихся в машине во время аварии, по данным источников, получили куда более тяжелые травмы. 2 из них госпитализированы в Москве с повреждениями головы и позвоночника. По информации чеченских источников, 1 из них может остаться парализованным. Взрыв в центре Москвы у здания секретного центра, связанного с администрацией президента и спецслужбами. Европейские лидеры встретились в необычном месте и необычном формате, чтобы обсудить чрезвычайно важные и секретные вопросы. Захарова раскрыла очередной заговор. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся уже утром.